Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера, и сегодня у нас на повестке дня, собственно, черная книга. Черная книга, о которой я говорил, которую я упоминал, получается, вот она, собственно, да. Там безумно красивая, безумно классная, безумно интересная игра про вот эти вот все вот стародавние времена, русские фольклоры и прочие вещи. А что тут говорить? Давай, собственно, погружаться в нее. Что я думаю? Уровень сложности, значит, может быть изменена в любой момент в меню игры. В данном случае, если мы поймем, что мы девочки и сможем перейти на более низкий, да. Ученица. Для тех, кто может погрузиться, хочет погрузиться в мир игры, не испытывая сложностей в сражениях. Урон противников минус 50%, все минус 50%. Битвы могут быть пропущены. Но это прям такой вообще пусимод. Обычная сложность, балансированная для первого прохождения игры, знатка. Звучит прям вот как надо. Колдунья. Увеличенная сложность игры для опытных игроков в карточные игры. Ну, таковым я не являюсь. И получается осатанение. На этом уровне сложности сила зла властвует безраздельно. Они тут еще сильнее. У них все дольше, ну, больше денег. На колдунье тоже больше денег дают. Но тут все нечего мухлют в колдовском дураке. Не знаю, что это, но что-то слышал. Поэтому пошли смотреть. Начнем на знак. Сила-то жила. Да и до сих пор все это есть. Ладно. Расскажу случай один. Давно это было. До революции еще. Хорошо. Тут, от Чердани неподалеку. Да, чертю. От бабки моей знаю. Она воспитывал сироту. Как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Ну, а она все не хотела колдуньей становиться. Замуж собиралась за парня одного. Да зачем? Лучше колдуньей быть. Тогда и замуж будет проще собираться. Не помню уж, что там было. Да покончил парень-то с собой. Ага. Его за оградкой церковной и схоронили. Ну, правильно. Самоубийц нам тут не надо. Вот это вот суицидников туда вот. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Туда его, да. Ну, а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. Чё это? Решила вызволить душу его из пекла. Некромантка, значит, да, проклятая? А для того надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть 7 печатей, да и спуститься за ним. Ага. В ад, получается, да? Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. Ля чертяга. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делаются. Вот и отправилась, значит, Василиса на Росстань. Не, ребята, в банях не ведьмами делают. Не те ведьмы в банях, как там другие ведьмы. Слышал, сам не знаю, просто слышал, говорили мне, рассказывали, что в банях совсем другие ведьмы. Ведьмы там вообще иные ребята. Вот, как бы, ля. Прям вот на превьюшку можно даже вот этот вот эффект разбитой линзы не накладывать. Тут и так края размазывает. Ля, RTX тебе сами нарисовали. Даже видеокарты не нужно. Красота. Не спалась, темная ноченька, да не дремалась. Книжки, потому что меньше читать надо. В поле бы пошла поработать. Ждала я тебя, дожидалась. Ждала она. Скажешь. Ты не пришел. А как он Присел на придет-то? лавочку тесовую. Как придет-то? Что, дурная? Вот он лежит. Сама приди. Что, нашла, блин, вот это вот ходока ночного. Сама приди, посиди. Что, тебе жалко, что ли? Куда же ты собрался, милый мой? Ну, куда-то, куда... Не верю я, конечно, блин. Суициднулся он. Хотя, может быть... Сомнительная у нас барышня, поэтому как он и суициднулся, да. А вдруг нет? От родных, да от лета теплого. Нет для тебя, видно, ни входу, ни выходу. Из-под сырой земли матушки. Ну, блядь, да. До церковной оградушки-то даже нет, чтобы придержаться.
А вот это, блядь, что? Вот это. Вот, сука, гигантская, на пол экрана. Она с тебя, мать твою, размером, мать. На крайняк вон за домик подержусь. Довольно. Не верю я, что сам ты с собою это сделал. Ой, я тоже не верю. Всё правильно, правильно. Не верю. Ненатурально умер. Ничего. У деда знания заберу. Да, я помню, что ты говорил про это. И что он тебя говорил? Знание, сила. Но другого выхода нет. Да. Я сама с того пути дорожки тебя вытащу. Ты спи пока. Чё? Спи, Сильная, независимая. Нужны коты. а я скоро. Так, ну скоро, так скоро. Чаще. Наростань. Что это, могила? Можно на вас ходить, прикинь. Это было неожиданно. Так, ладно, свечи. Ты что потушила-то? Не на Могила. святой земле его схоронили. Ну, извини меня, как бы тут в отношении суицидников... Нужно тут до такое. Ростани добраться. Солнце уж иголки золотит. Да кого? Ты же ведьма, тебе все равно должно быть, нет? Что это? Трава. Что это трава? Что такое трава? Адамова оловка. Эта трава помогает от легких ран. Нужная вещь на любом пути дороги. Звучит. Будем обмазываться травой. Эй, ты что ты наделала? Ну, сюда, вот туда вот иди. В полюшку. Смотри, поле непаханое, сука, книги сидит, читает. Совсем, блядь, молодежь распоясалась. Ой, блядь. Сука, нету на вас кого-нибудь. Это что? О, еще трава. Прикрыш трава. Люди, следующие в чарованиях, защищают этой травой от разной порчи. Окей. Как будто Вильгард охраняет. Чучело. Кто такой Вильгард? Кто такой этот ваш Вильгард? Мне на Ростань надо. это город. Нечего мне в селе делать. Это город. Ебать, церковь пиздец где. А чё, поближе его нельзя было похоронить? Его похоронили не просто за церковью, его за деревней вхерачили куда-то, это в поле унесли. Ближе Весна в этом внесли, году нет? заладилась. Да, видишь, сколько работы, мать твою, книжки сидит, читает, блядь. Ой. Ужас. Из этих книжек ваших, вот это вот потом вот идут и с синего кита суицидятся. Пролог. Как в колдуны посвящают. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую Ростань, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. Ты слышишь этот голос? Это же, блядь, диктор из цивилизации. Я все. Мне нравится. Эта игра 10 из 10, 100 из 100. Я понял, почему у нее такие высокие оценки. Я бы даже в английскую озвучку ставил голос этого чувака на русском. Пусть, сука, учат русский, но он у него слишком классный. Так, Егор. Егор воспитывал вас, получается, с тех пор, как погибли ваши родители. Он обучил вас основам колдовского дела. Ну, давай смотрим все вокруг. Что это? Голубцы. Старые какие-то кресты. Давно, видать, народ тут схоронили. Ебать, лупят, суки. Посмотри, ля. Крысичи. Траву подбирай. Еще одна домоголовка. Ля, их падла, глазюков сколько. Ля, сука. Смотри, притаился. Сейчас свечку возьму, он мне, блядь, жопу помоет. Трогай. Или ты их потушишь? Не, потрогала. Старые наговоренные свечи деда Егора позволяют чертить круги, защищающие от нечистого. Ладно. Что это такое? До Верстовой стол. Чердани 16 верст, до Соликамска 102 версты, до Ныроба 21 верста. Нихуя технологии. Говорят, GPS, ГЛОНАСС. Ну, блядь. Столб. Сука, я думал, на Руси древние только камни бывают. Там эти вот. Налево пойдешь, блядь, коня потеряешь, направо пойдешь, колдуньей станешь в бане.
Прямо на Ростане встанешь колдуньей. Так, ну что, получается, с дедом говорим, да? Больше ничего нету? Вроде ничего нету. Ля, луп. Ишь, нашла свечи. Ну, молодец. как бы да. Сама догадалась. Не зря я тебя учил. Я умная, сука, дед, слышь, бля, не это. Не Теперь давай накаляй. круг чертить. Циркуль есть? Да смотри, разрывов не оставляй. Не то задавит нас нечистой. Может быть, мы нахуй вместе там, не знаю, научишь меня чертить без разрывов. Что ты тикток танцуешь, тиктоник танцуешь? Очертилась. Кто, блядь? Посмотри, дедушка. Вспомнил. Смотри. Разрывов нет. Да. Ну, поздно теперь сомневаться. О, образовательный контент подъехал. Сомневаться. Сомневаться. Ля, все, запомнил? Не запомнил? Думаешь, как бы смогу уясни. я ему помочь? Я думаю, да. Сможешь. И С книгой все получится. Да. Ну, давай. Время пришло забрать у меня знаткость. Отдавай знаткость. Долго мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну, забирай. Забираю. О, книга. Лутбокс. Ля. Ишь ты. Экое силище-то из книги вылетело. По-моему, просто пыль. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумаем. В смысле, блядь, после подумаем? Дед, блядь, там, ну, типа, это ненормально, наверное, было, видимо. Теперь слова говори, что учили. Ладно. Дед, мне, сука, страшно. В смысле, блядь, потом подумаем? Ой, дед, боязно мне как-то. Не знаю, смогу ли. Вот, Ты, да. Вася, давай не сумлевайся. Коли сбежишь, задавят. То, что книга так всполохнула, это хорошо. Знаю, что не заробеешь. Встану, не перекрестясь, да пойду на Ростань. На Ростане очерчусь, да в круг шагну. А затем и говорить буду. Купцы молодцы, купите у меня кошку. Какую, блядь, кошку? За кошку дайте не целковый, не разменный, да не колпак красный. А дайте разумение черное, да зрение острое. Так у кошки и возьми. Как сказала, так и будет. Ты дура, что ли? Слово камень. А камень тебе никто не даст. Вот и купцы Заёбан. пожаловали. Теперь слушай, что Купец? говорю, если жизнь дорога. Пиздешь, я видел купцов. Купцы, блядь, деды такие, нахуй. С пузом в красных этих. Колыван зовут их. Со шкатулочкой иногда ходят. А вот это ёбань, это волк, дед. Ты какую-то хуйню несешь. Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть этого черта. Ага. Ну, сгущенку ему в воровской карман и пусть несет своему этому знаткому. Пришло время сплести первые заговоры. Ну давай, все, плетем заговоры. Добро пожаловать в ваше первое сражение. Каждое сражение состоит из ходов. Сначала ходите вы, потом нечисть по очереди. Вы побеждаете, когда уничтожите всю нечисть, то есть лишаете ее всего здоровья. Ну, блядь, логично. Это черная книга, в ней содержатся все ваши заговоры. Попробуйте использовать колдовское слово под названием уразы. Уразы. А можно мне расшифровку уразы? Нажмите кнопку завершения хода, чтобы прочитать заговор. Окей. Подожди, стой. А, здоровье, блядь. Уразы. А что такое уразы? Получается, образовательный контент. Я, значит, загуглил. Уразы — это мусульманский пост. Сажаем черта на мусульманский пост. Я как бы все. Теперь мы с тобой умные. Знатки, так сказать. Защищено. Понял, сука, я защитился. Слово, которое вы прочитали в прошлом ходу, изменилось. Книга меняет прочтенные слова на следующий ход. Атаки врага можно блокировать с помощью защиты. Ага. Защита предотвратит урон, но исчезнет в начале следующего хода. Окей. Прочитайте слово «Авдилай» с эффектом защиты. Авдилай! Блять. Авдилай! Такие слова хоть и защищают от нечисти,
Да только защита пропадает быстро. Еще одна образовательная вставочка подъехала. Получается, что такое? Авдилай, священномученик, пресвитер, короче, святой. Святыми в него кидаемся, защищают. А говорите, черная книга, святые есть там, все нормально. А теперь давай-ка составь полный заговор. Ну давай. Что? Вы можете составить заговор из нескольких слов. Сейчас вы можете прочесть 3 слова, о чем говорят пустые ячейки в верхней части экрана. Заговор состоит из приказов и ключей. Сейчас вы можете прочитать заговор, состоящий из 2 приказов и 1 ключа. Тип страницы, приказ или ключ отображен в ее верхней части. Ага. Ну, давай ему лицо разносить, что уразы, двухголовая баба. Завершить ход. Получил, собака. Ход нечистой Молодец, силы. Вася. Черт уж, налад давай еще заговор другой и обратно его в пекло отправишь. Ладно. Черная книга вам помогает предугадать, что задумал враг. Внимательно изучайте намерения чертей и составляйте свой заговор так, чтобы нарушить их планы. Окей. Что он укусить надумал? Ля ты крыса, блядь. Так, что там? Опять 2 этих. Порча. Скорчить это порча. Ну, получается, как бы скукожить, скуклить, скурвить поганого чертягу. Значит, вначале наносит 3 хода, в начале хода игнорируя защиту. Звучит прекрасно. Давай повесим. Хрен его знает, что эта собака что там сделает сейчас. Давай ключик возьмем вот этому по морде дадим. Что у нас тут? Он на 1 ударит. Вараханл, благословение, увеличивает урон на 2. Анот ли урон и защита, ля шо можем. Ханатия, слышишь? Руда. Варахалм. Ну, это, наверное, какие-то святые, а это что-то... Не важно, не хочу я в руду, значит, посвящаться, там картинка страшная, сам посвятись, потом мне напиши, что это значит. Получил. Ля, подожди, у него рога были? Это, блядь, черепаха? Вот так. Подохла псина адова. Подохла-то подохла, где тут черепаха? Ну, теперь, Вася, в пасть эту полезай. Ах, в черепахе? Чё, А как выйдешь оттуда, ёбнулся? так колдовкой и станешь. Ну, белой дороги. Белой дороги. В бань. Вот она. Ну в бане. Написано же было. В бане. Ну вот в баню и идем. Врата в ад. В баню, получается, идем. Обожибает Джоди. Один на деревьях Джоди. Запах напалма утро. Неплохо я так пришпырила. Слышал? Я прям аж удивился этим вьетнамским флешбеком. На фоне заиграли. Это не я был, если что. Это там где-то. Ага. А можно мне из круга-то выходить? Не хочу из круга выходить. Давай в кругу стоять. Что это такое? Черная. Блять. Ну туда, видимо, идем. У тебя нормально под огоньком, над огоньком ходить? Сука, черепаха внутри черепахи. Дожились, бля. Неужели это ты, Василиса? А, это черт, а не черепаха. Да, я. А ты? Мне стоит тебя поздравить. Да. Меня черепаха сожрала, я в бане полежал, вьетнамские флешбеки посмотрел. Чё, да, Ведь я рад. первая печать открыта. А, с этим, блядь. Да, пыльная просто была, брат. Я потрогал, все нормально. Осталось лишь 6. А остальные 6 тоже протру. О, но сможешь ли ты открыть остальные? Да, так же протру от пыли. Пыльная просто книга, протру, все нормально будет. Это
совсем Да другой какой вопрос? Протру, просто протру, и все нормально будет. Все. Слышь, ты кто, блядь? Ты что за сатана? А? Как невежливо, Василиса. В смысле, блядь, не вижу? Теперь я твой главный помощник. Ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Ну, то есть ты и есть сатана. Мы в аду, я ходил в ад, получается, ты гигачерт с рогами, самый бычный здесь, и даешь колдовскую силу, получается, сатана ты. Мы еще успеем познакомиться поближе. И я уже все про тебя знаю, сатана. Мужика, отдай моего, слышь, тогда, сатана. Чё спросить? Желание. Неужто книга любое желание исполнит? Конечно, ведь таково предание. Ладно. Кто знает, может, скоро ты встретишь своего возлюбленного. Разве в ад не за этим пошла? Так, подожди, блядь, мы в аду. Ты черт. Отдай мне его, слышь, просто и все, и не надо уебываться. Ля, вот тут лучик света светит какой-то, из рая пробился. Но кто достоин RTX открыть пробили. сии печати? Пока Да я что достоин, не протру. было такого ни на небе, ни на земле, ни под ней. Да потому что пыльная, тупые, не додумались протереть книгу, пыльная была. Чё Как мне печатью? печати Как открыть на открыть их? книге-то? Да что ты спрашиваешь? Мы знаем, дура, ну протри их и все. Разве ты не сможешь догадаться сама? Я догадалась сама догадалась. Без тебя я сильная, сука, и независимая женщина. Слышь, черт. Кажется, я уже разочарован. Это я в тебе разочарован. Я в тебе разочарован. Ты книжку не смог открыть. Не смог. А я протерла и смогла. Все. Давай тут это, слышь, не кочеврышься. Давай, все, Отпусти меня на свет пошли. Божий! Да, выпускай давай. О, не так скоро. Ты хуём. не забыла, почему ты здесь? В ад за мужиком пришла, ты не отдаешь его, дебилой, ты разлегся тут посреди этого, блядь, прохода, он пройти не может за этой жопой жирной тварь. Я нарекаю Собака. тебя векшицей. Векшица, ведьма-колдунья. Так и скажи, векшица. Ведьма, сколько чертей ты берешь Знаешь, в как это услужение? говорить? А почему сейчас не векшица, блядь? Их можно больше, сука, естественно. Я ж сильно независимая, котов нужно побольше мне. Ну, мне пригодится помощь бесячая. Угу. Потому чертей мне давай побольше. Давай, сука, сюда гони. Мне нравится твой настрой. Вы только что впервые согрешили, говорят, судьба колдунов гореть в пекле без права на прощение. В смысле, блядь, я согрешил? А что? Это типа жадность? Ну, блядь, по-моему, в любом случае, если бы я попросил себе черта во служение, даже одного, это был бы грех, нет? По-моему, какой-то хуёвый выбор. Можете сами решать исход некоторых событий в игре. В зависимости от вашего выбора вы будете менять показатели грехов. Количество ваших грехов влияет на наличие некоторых реплик, а также на возможные концовки игры. Говорят, на левом плече у каждого человека сидит бес, на правом ангел. Кого слушать, решать вам. Я сам решу, что это не грех, это бы... Подожди, на левом плече. На правом ангеле. Может, это подсказка, типа, нужно было взять одного черта, и это, типа, был бы не грех, потому что ангел сказал, ну, справа. Но ты еще слишком слаба. Пиздец. На днях к тебе вернутся 3 беса. Вот это с кайфом. А теперь ступай. Ну все, да. Мы еще встретимся, Дальше если ты сможешь открыть печати. Протру, сказал протру, заебал, протру, открою. Что ты, блядь, вот это вот душный такой, а? Сам не смог, теперь выебываются. Да. Запах напал бы утра, Вьетнам, черная книга. Браво. Красотища.
Кстати, очень красивый пейзаж в игре. Че ты, блядь? О, Это примерно как я по утрам пытаюсь понять вообще, где я и что происходит. ну, очнулась. Ну, я-то да, а ты? Уж рассвело, пока в себя приходила. Я тебя дотащил до дому. Хера, дед ты лютый, ты лишнее на себе ничего не позволял-то, а? То, блядь, я нахуй пойду сейчас, расскажу все, черту расскажу. Он тебе жопу-то помоет. Понимаю, не просто это в мире окаянного-то побывать. Ну, как бы баня такая, да, была, не очень. Повидалась с бесами. Да. Дома мы? Будто все во сне было. Окаянный векшицей меня сделал. Напоминаю, ведьма-колдунья, кто вдруг забыл. Ну и славно. Я ж тебе говорил, давно бы колдуньей стала, так может... Что, А новая что быличка? теперь? А что это? Предание говорит, что желание за 7 печатями. А, Я первую-то открыть не мог никогда. ну, у кого училась, ёб твою мать? Вот, 2 печать, осиновая. Ага. Как ее открыть? О, Может бассейну. быть, черт на роста не помог? А бассейну потереть осиновая, что, дура что ли? Осиной протри, ту рукой протерла, эту осиной. Да, думаю, тут без нечисти не обойдешься. Но кого нам изловить такого осинового? Надо Энта. мне головой поворожить. Осиновый энт. Вот оно решение. Головой поворожить, значит. Ворожить головой. Думать, размышлять, получается, как бы, да? Может, в других книгах что есть? Каких? Ты Давай. и сама теперь знаткая. Колдуньей стала, и что? Я-то да, я-то знатка. Знатки, если что, обладающий большими знаниями, а также колдун или знахарь. Знал, что не подведешь меня. Уж и весть об этом по округе разлетелась. Верно, суседушки хозяевам нашептали. Блять, чувак, ну ты всем рассказал, что ведьмы меня ж сожгут к хуям теперь. Мы, блядь, в средневековье, дед. Ебанутый, что ли? Пиздец. Суседка, домашний дух, домовой. Живет под печью в голубце, подвальном помещении. Во всем любит порядок, в избе должна быть чистота, а скотина того же цвета, что и борода. Нихуя ты привередливый пес. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Ну, пусть Я-то ходит. уж стар стал, зубов-то мало, а стал быть и силой колдовской. То есть ты мне силу, когда передал, ты мне зубы свои отдавал, сука, подожди, блядь. Чего? Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку, небось, и натолкнемся. Хорошо. Пока ты в себя приходила, я уж и переговорил с большинством крестьян. Чтобы меня не сожгли к хуям, да? Один вон остался, за дверью ждет. Ага, 11. Ну, видимо, остальные решили меня сжечь. А, подожди. Типа, пояснил им за жизнь их, за кашу ману, все, я понял. Решил их проблеме, так сказать. Осмотрись сначала. На столе вон книга твоя лежит. Ладно. Переплетать ее будешь сама, как учили. Да хорошо. Базар где-то еще, без проблем. Потом и посетителя того выслушай. У него, похоже, нечистый лютовать начал. Все Все. уяснила. Да? Прости. Так, вопросики остались, дед, подожди, не все. Я-то уяснила, ты мне ответь, кто А окаянный? сам-то ты встречался с бесом этим? А? Че, дура? Ну, он же тоже колдун, значит, встречался. Я тоже ведь посвящен был в колдуны. Да. И с чертом тем виделся. Он мне бисей-то и передал. Да только печать-то первую открыть не мог. А ты только вот дотронулась, так она и открылась сразу. Видать, сила в тебе большая. Просто протер, блядь, пыльная была, дед, сука, ты... Ну, как бы, да, мужики мы такие, мы как бы, ну не протерную хуй с ним, пока оно, блядь, говном не обмажется, можно как бы и не вспоминать. Все уяснила. Да, базар. Да, за Все дело. поняла, дедушка. Пора приниматься за дело. Да? Ищи нечисть по уезду. Может, и свезет нам с печатями
Кто знает, Ладно. может, коли пройдут 40 у парня твоего, так все, не воротить его. О, образовач. 40. Поминание усопшего на 40-й день после смерти. О, ля, ну, все понятно. Всё. Подожди, бля, у нас 40 дней, месяц целый есть, подруга, не переживай, сейчас всех разобьем. Ну, с Богом. С Богом. Так, что у нас тут? У нас тут изба интересная, большая, такая, ля, тут много ништяков. Всяких ништяков много, есть Дед Егор, есть просители. Крестьяне приходят к вам за советом и с различными просьбами. Вы не можете отправиться в путь, пока не выслушаете из всех, ну и, собственно, черная книга. О, ля, что есть. На этом экране вы можете менять состав колдовских слов в черной книге. Колоду, получается, да, свою. А в правой части экрана располагаются слова в текущем составе черной книги. В левой части экрана располагается хранилище доступных вам слов, которые не включены в текущий состав черной книги. Слова можно отсортировать с помощью специальных фильтров. Недоступные сейчас слова вы получаете в качестве награды за сражение или в результате выполнения заданий. Вы можете менять состав слов в книге. Для изготовления новых слов требуются рубли. В черной книге должен сохраняться минимум и максимум слов. Также вы можете сохранить 3 различных набора слов и применять их при необходимости. Минимум 13, максимум 33, окей. Со временем вы открываете еще больше слов, которые сейчас закрыты печатями черной книги. Менять состав черной книги вы можете в любое время, кроме сражений. Ага. Так, подожди. Я проебал. Ну вот он наш текущий состав получается, да? Вархана, что тут? Порча, Авдилай и Ураза. Что это? Игла. Складное или складное, не знаю. Ударения пока что как бы непонятные. Да, значение эффекта слов увеличивается на 1 за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Ну то есть, типа... Подожди, а это что? Это исцеление, типа? Ну, видимо, исцеление, да. То есть... За каждую белую карту, получается, так как мы изначально лечимся на 1, за каждую белую карту лечимся на, ну, там, плюс сколько-то, да? Ля какая двухголовая. Зайка. Тупо зайка. Так, максимум 33. Ну, пока что, как бы, выглядит колода и так хорошо. Нового ничего покупать. Мне нахуй не на что покупать нового ничего. Чё тут? Карта. Ля какая карта. Карта. Я карта. Получается, что я карта. Вещи. Что за вещи? Трава моя где? Вот трава. Все, собрал. Свечи. Ля. Красоте. Это инвертор. Так, а могу что-нибудь там из трав химичить? Нет. Использовать. Мне не надо использовать оно мне. Грехи. Ладно. Именно слог. Ёбаный в рот. Кто это, мать вашу, придумал такие названия? Былички. Былички. Вот там было написано новая быличка. Былички. Быличками называются краткие истории о встрече с нечистой силой, которые происходили в действительности. Исследуйте, мир игры, чтобы узнать новые былички. Энциклопедия. Из энциклопедии вы можете узнать больше о русской мифологии и истории. Новые записи можно открыть путешествиями по миру игры. Так, знаешь, что я думаю по этому поводу? Большая залупа.
я думаю, что мне это очень интересно будет почитать. Я не знаю, насколько интересно будет почитать это тебе. Поэтому сейчас я специально для тебя вот так вот прокликиваю. На паузе сможешь прочесть все это дело, потому что, ну, как бы, я не знаю, возможно, я как бы читаю плохо. 4 класса церковной приходской, извините меня. Дело такое. Так, получается, как мельница витала, да, что там, посвящение в колдуньи, вот так вот тебе держи. Посвящение в колдуньи 2. Смотри, все. Энциклопедия. Посвящение в колдуньи. Что тут скроллить можно? А оно не скроллится, окей. Вот. Читаешь, читай. Я потом приду, проверю, прочитал ты или нет. Ростань. Все. Так, идем дальше с тобой. Смотрим, что здесь. Умения. Блять, подожди. Да, так. Чернобойство. Что это такое? Знание приказов. Увеличивает количество приказов в заговоре на 1. Увеличивает количество ключей в заговоре на 1. Что это? Лютые слова. Урон в словах на 1. Защиту в словах на 1. Колдовское умение, позволяющее заменить одну карту на козырную. Выучить. Уровня еще нету, да? Максимальное количество ключей, приказов. Это что? Страниц приказов, доступных вам для прочтения каждый ход. Страниц ключей для прочтения каждый ход. Хорошо. Знаткость. Количество надеваемых предметов на 1. Окей, это что такое? Чертнетность. Кто эти слова, мать вашу, составлял? Количество бесов услужения Василисы. Незанятые черти мучают колдуна. Ладно, очки умений, иллюминаты. Уже, видишь, тогда были теоризаторов. Вон, смотри! Где они? На Древней Руси еще. Побеждайте нечистую силу, чтобы увеличить свои познания в черной магии и открывать новые умения. Окей, так, это увеличивает число носимых предметов. Что тут? Ценных Вот это будем качать с тобой первым делом, потому что я жадный гандон, да, я, сука, тот еще урод. Так, ловкость рук. Количество используемых предметов, вход на 1. Окей. И молва. Крестьяне приносят на 10 рублей больше в своих гостинцах. Отставить. Вот это берем сначала. Так, что у нас тут? Книжничество получается, да? Получаете дополнительное слово с приказом каждый ход в вашу руку. С ключом, наверное, то же самое, да? Ну да. Вязи. Цена создания слов снижена на 20%. Возможность выбора из 4 слов после битвы. И открытие подсказки не снижает опыт за верный ответ. Знаткости. Окей. Чертознание, да? Черти приносят на 5... Можно послать одного черта на бессмысленную работу. Еще одного черта на бессмысленную работу. Ну там было, да, вот, как бы незанятые черти мучают колдуна. Все, понял. Демонология. Видны специальности чертей и типы заданий. Шанс эффективного... Так, какие-то задания чуть ли непонятные. Пока что нам они, видимо, недоступны. Ну, потом, я так подозреваю, мы узнаем. За задание чертей на 5 уменьшает... Вот это же грехи, да? Грехи за задание чертей на 5 минимум до 1. Ага. Увеличивает грехи за задание чертей на 5. Шанс того, что бес принесет траву при выполнении задания, на 66%. Непонятно. Непонятно все это, конечно, но очень и очень безумно интересно.
А мы с тобой на сегодня пока что на этом заканчиваем, друг мой. Увидимся в следующих сериях. А ты пока что там пойди, лайки поставь, не подписался, подпишись обязательно. Да, вот это вот все вот там туда-сюда сделай. В комментарии напиши, в описании перейди, там тоже на все подпишись, а то что ты как этот. Вот. С тобой был Кример. Увидимся в следующих сериях.